шумном фешенебельном ресторане в центре Майами официантка Лая обслуживала очередную пару. Она была спокойна, опытна и привыкла к капризным клиентам, но этот мужчина оказался выше всех ее ожиданий. Внезапный звук падающего стакана и резкий крик нарушили привычный порядок. Богатый посетитель унизил ее прямо перед всеми, грубо приказывая: «Принеси напитки, никчемная». Весь зал замер, но никто не знал, что Лая непростая официантка. Она была женой Мейсона Хейла, владельца сети ресторанов, которая насчитывала десятки заведений по всей стране. Несмотря на обиду и дрожь в руках, она не ответила на оскорбления. Вместо этого тихо удалилась на кухню, скрывая слезы и боль, но с мыслью: «Посмотрим, что произойдет, когда он узнает, кто я». Коллеги заботливо подошли к ней, интересуясь, что случилось, но Лая лишь улыбнулась и продолжила работу. Она наблюдала, как мужчина смеется над своей дерзостью, не подозревая, что власть и справедливость находятся рядом. Позднее вечером в ресторан вошел сам Мейсон Хейл, высокий, сдержанный, в строгом костюме. Никто не знал, кто он. Менеджер настороженно спросил номер бронирования, а Мейсон спокойно направился к столику, где хулиган продолжал кичиться. «На твоем месте я бы задумался», — сказал Мейсон холодным, ровным голосом. Мужчина не понял угрозы и усмехнулся. Но когда Мейсон представился владельцем ресторана, улыбка с лица посетителя исчезла. Тишина воцарилась мгновенно. «И ты только что ударил мою жену», — продолжил Мейсон. Охрана, которую он жестом призвал, вывела наглеца, убедившись, что тот больше никогда не вернется в заведение. Мейсон повернулся к Лае, нежно коснувшись ее щеки. «Все в порядке?» «Да», — ответила она, слегка улыбаясь. «Я просто хотела понять, может ли власть защитить порядочность. И сегодня это произошло». Сотрудники тихо аплодировали, не устраивая сцен. На следующий день видео инцидента стало вирусным, а мужчина был уволен. Лая посмотрела на экран и мягко улыбнулась. Мир еще способен на справедливость. Позже она и Мейсон сидели за пустым столиком, в тишине и мягком свете, понимая, что достоинство тихого человека часто говорит громче любой пощечины. История напоминает: унижение не должно оставаться без ответа, но сила проявляется не в криках и наказании, а в справедливости и уверенности.